Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание народной одной примете. Эта народная примета имеет важное значение для каждого человека, потому что именно эта народная примета связана с деньгами. И поговорим о том, почему вечером нельзя давать деньги в руки. Обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной, важной и нужной информации вас ждет в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, с деньгами связано достаточно множество народных примет и суеверий. И в их числе это запрет давать деньги из рук в руки. Особенно это касается вечером. Откуда же взялось такое отношение к финансам и почему сложились именно подобные запреты? Далее в этом видео. Конечно же, у всех подобных, знаете, народных примет, традиций, суеверий ноги растут еще из языческих времен. Потому что наши далекие предки верили, что к деньгам необходимо относиться по-особенному, с уважением, соблюдать определенные правила, тогда и деньги вас не обидят и будут всегда водиться в вашем доме. По сути, деньгам приписывались качества одушевленного существа. Так, если выпустить деньги из дома после захода солнца, вместо того, чтобы дать им переночевать, деньги могут обидеться или забыть дорогу домой и не вернуться больше. При этом считается, что нежелательно не только давать деньги в долг после заката, но и также брать взаймы. И считается, что отдавать долги полагается утром или уже в первой половине дня. Тогда и деньги водиться будут. Потому что, еще, друзья, согласно народному поверью, если занять денег на растущий месяц, а вернуть на убывающей луне, причем желательно еще и мелкими купюрами или монетами, это привлечет богатство в ваш дом. Обязательно запомните это такое, казалось бы, простое, но очень важное правило. Ну а что же делать, если ваш должник принес вам деньги вечером после заката солнца? Отказываться от них, конечно, не стоит. Кто же знает, не затянется ли возврат в этом случае на неопределенный срок. Но если вы хотите сделать все по правилам и не накликать на себя финансовое невезение, никогда не берите денег из рук в руки. Попросите должника бросить купюры на пол, а затем соберите их. Так заодно вы совершите ритуал, который поможет вам привлечь в дом богатство. Кстати, в магазине тоже лучше не передавать деньги из рук в руки, а класть в специальную тарелочку и из нее уже забирать сдачу. Только, к сожалению, многие из нас не используют это простое правило. Обратите внимание на супермаркеты. Вы всегда видите эту тарелочку пластмассовую, которая, как правило, бесцветного цвета, или с какой-то картинкой, и многие из нас почему-то ее игнорируют и всегда суют свои деньги именно кассиру, то есть передают именно деньги из рук в руки. Пожалуйста, перестаньте это делать. Вот сейчас просмотрите до конца видео и постарайтесь перепрограммировать себя. Как вариант, вы можете написать на листке бумаги, сделать такую маленькую себе записочку, что когда вы будете расплачиваться в магазине, в супермаркете, даже если это вы на рынке, вы всегда не будете не передавать деньги из рук в руки, а будете класть в тарелочку. И когда вы будете открывать каждый раз кошелек, вы будете видеть эту записочку. Таким образом, вы перепрограммируете себя и свою привычку на то, что деньги из рук в руки мы не даем, а именно кладем в тарелочку. Пожалуйста, используйте вот это простое правило, потому что когда вы передаете из рук в руки,
Вы тем самым отдаете свое благополучие, свой достаток, свое изобилие из своей жизни. И при этом кому вы отдаете? Вы отдаете при этом не кассиру, а этому магазину или этому супермаркету, где вы рассчитываетесь. Вы должны это понимать. Поэтому ни в коем случае это не делайте так. И еще не забудьте об одном главном правиле. Брать деньги полагается левой рукой, а вот отдавать только правой. Запомните это простое правило, потому что, как правило, правой мы отдаем, и у людей это получается, а вот левой рукой почему-то единицы, кто берет деньги. Обратите на себя и посмотрите, как же вы все-таки это делаете. Также старайтесь занимать деньги другим почаще, а сами брать в долг пореже. Давая другому человеку в долг, вы как бы тем самым просите деньги вернуться. Возвращать свои долги всегда лучше более мелкими купюрами, чем вы брали. Не стоит, помните, вот запомните, пожалуйста, не стоит давать в долг деньги в понедельник, иначе всю неделю ваши деньги будут таять. Да и расплачиваться за крупные покупки в этот день не стоит. По той же причине. А вот возвращать кредит нежелательно в пятницу. Запомните это простое правило. Брать в долг избегайте во вторник. Считается, что в этом случае у вас есть шанс всю жизнь провести в долгах. Казалось бы, кто-то сейчас скажет, это какие-то народные приметы, суеверия, но вы должны понимать, что эти народные приметы и суеверия передавались из поколения в поколение. И наши предки не просто так придумали эти простые, казалось бы, советы, рекомендации. Конечно же, верить в приметы или не верить, это только решать вам. Но знайте, что для каждого сбудется именно то, во что он верит. Впрочем, этому есть и вполне разумное объяснение. Почему? Потому что вы, ожидая неудачи, или наоборот, если вы ожидаете прибыли, вы как бы подсознательно ее привлекаете к себе. Так что, может быть, все-таки разумнее всего верить только в самые хорошие приметы. И главное, пожалуйста, не одалживайте денег ненадежным людям. Потому что тем самым, кстати, еще, друзья, когда вы даете людям в долг, то смотрите то, чтобы люди вам возвращали деньги. Потому что если деньги не будут возвращаться к вам обратно в дом, в вашу жизнь, то таким самым образом вы перекрываете себе постепенно дорогу к деньгам. Помните, что деньги это все-таки в какой-то степени субстанция, это поток, это энергия. И только вы можете сами правильно научиться ней пользоваться. Иначе это приведет, к сожалению, к плачевному результату.